Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как и какие надписи можно сделать на пряниках к Новому году. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Пряники я заранее покрыла глазурью и перенесла надписи с помощью пергамента. Ссылка на надписи будет в описании под видео. Видео о том, как перенести картинки на пряники, можно посмотреть на моем канале. В описании под видео будет ссылка на плейлист, где можно найти видео с рецептом пряников, с рецептом глазури, про консистенции глазури, как перенести картинку на пряник и другую полезную информацию. Посмотрите. Консистенция для надписи должна быть мягкая, легко тянуться, эластичная, не сливаться, то есть оставлять бороздки. Такой консистенции легко писать, делать какие-то контуры, узоры и рисовать раскраски и витражи. Консистенция пайпинг. Чтобы надписи получались максимально ровными, держите корнетик так, как будто вы держите ручку и пишете. Не нужно спешить, делайте аккуратно, медленно. В местах, где у буквы линия должна быть толще, нужно давить на корнетик сильнее, таким образом глазури выходит больше и линия шире. Располагайте пряник с надписью под удобным для вас углом. Белая глазурь у меня получилась гуще, чем нужно, но я не стала ее замешивать заново, решила показать вам, как неудобно и сложно сделать такой глазурью надписи, хотя и возможно. Надеюсь, вам будет это видно и понятно. Посмотрите внимательно, линия тяжелая, не пластичная, ложится не так, как нужно, заламывается, гнется. Такой глазурью писать сложно, неудобно. Такая консистенция больше подошла бы для сеточки, для кружева. Рука быстро устает, тяжело выдавливать из корнета глазурь. Если пытаться писать ею как ручкой, как на прошлом прянике, то линии получаются бугристые и некрасивые. Нужно каждую букву поправлять шилом или влажной кистью, если хотим получить более или менее гладкие буквы, конечно. Так что не ленитесь, переделывайте глазурь, если у вас не получилось с первого раза в нужную консистенцию, и заранее тренируйтесь на бумаге, рекомендую.
Изначально может показаться, что писать глазурью очень сложно, но это только кажется. Самый сложный – это первый пряник, первая надпись. Далее, если таких пряников с одинаковой надписью много, то каждый следующий делаешь уже быстрее и проще. Запоминаешь, как нужно держать руку, как ввести по надписи руку, и быстрее пишется. Это дело тренировки, поэтому я всегда рекомендую потренироваться на бумаге, прежде чем начать писать на прянике. И последний пряник, сразу видно разницу. Видно, что здесь этой мягкой глазурью писать проще и удобнее, в отличие от белой на предыдущих пряниках. Вот такие пряники у меня с надписями получились. Белые надписи не такие идеальные, как хотелось бы, но мне все равно нравятся. Надеюсь, видео для вас будет полезным. Не забывайте отмечать меня в Инстаграме. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!